Итак, друзья, мы начинаем сборку 16-литрового V-образного двигателя Scania DC16. Кто не смотрел предыдущие серии, можете посмотреть. Там у нас есть диагностика, полная разборка этого двигателя. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Колбин Шмидт. Предварительно почистили место под эти резинки. Резинки эти смазываешь? Угу. Не помажешь, не поедешь. Угу. Все. Друзья, у нас пока что отсутствуют распредвалы, они в дороге, поэтому пока что будем собирать без них. Если бы они были, сейчас бы в этом положении их поставили на место. Это спасибо, говорит, что приятно. Сейчас, Димка, за спасибо не купишь.
моя жена, чтобы он разрешил. Устанавливаем вот эти кольца. Сторона коленвала, сторона блока. Не перепутать невозможно. Аналогично. Шляпку смазываем. Все как в жизни. Вот так. Крутится. Крутится, вертится. А в прошлый раз не крутился. Странно. Завтра Киновский можно, блядь. Да. Масло съемное кольцо. Не забываем меточку, да? Наверное, все помнят уже. Сколько ни говори, все равно найдется, кто не смотрит на это. К чему это может привести? К более быстрому износу? Ну и к этому тоже. Вольву. Не смотрел у меня на канале? Я Тоже уже забыл. белый. И что, и произошло? Ну, у него неплохо работает. Ну, у него там был задран один поршень. Голова треснула, ну, то есть там был рука специалиста. Не забываем разводить кольца. Машину, блядь, а сейчас уже не знаю как.
Толкнуть. По номерам. Каждый на своем месте. А так на месте должен быть. Друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, комментировать видео, для того, чтобы новые выпуски выходили как можно быстрее. Как только вот это видео и предыдущее немножко подсобирают просмотров, будем выпускать. Друзья, я видел такие комментарии, что люди спрашивают, зачем после того, как вы затянули болты динамометрическим ключом, протягиваете еще дальше, там, на сколько-то градусов. Но это не наша инициатива, не мы это придумали, так предусмотрел завод-изготовитель. Все прописано в материальной части. Вот оно, учебник. Масляные форсунки. Ты вон там он можешь снять. Масляные форсуночки эти устанавливаются вот туда, и они подают масло на юбку поршня. То есть они охлаждают поршень и смазывают палец, правильно? Угу. Вот таким вот образом. Я это, принеси, подай. Демпфер. Балансира, так скажем. Устанавливается вот такой вот демпфер. Перегруза. Вне зависимости от того, где вы проживаете, в какой стране, на каком континенте, если вы производите какие-то интересные виды работ, либо работаете на интересном каком-то предприятии, что-то производите, вы можете снять видео про себя, про свою работу, и я размещу это видео на этом канале. При этом я сам могу смонтировать, от вас только видео требуется. Если вы хотите, чтобы вашу работу увидел весь мир, то пожалуйста. Итак, мы приступаем к сборке ГБЦ. В смысле, мы их уже собрали, осталось 2 штучки, поэтому на последних покажем. Новые клапана. Впускные и выпускные, да? Угу. Это впускные у нас ТРВ. Направляющие тоже уже заменены. Ничего. Вот просматриваем то, что это самое. Внизу пару раз. Ты еще раз так делай. А, то есть так. Да? Ждет, потому что там. Соберем. Сказал, что заглушку поменяли.
то потом будут вопросы задавать. Заглушку поменяли. Друзья, вся наша работа полностью связана с автомобилями. И мне необходимо ежедневно искать новые автомобили для покупки, для того, чтобы пополнять склад запчастей. Для этого я и мои коллеги давно используем Дром. На Дроме очень много удобных функций, в том числе, чтобы не пропускать новые объявления по интересующим нам параметрам, я могу подписаться на этот поиск. Для этого я открываю приложение Дром, выбираем раздел «Спецтехника», выбираем «Сидельные тягачи», «Параметры», и выбираем, например, требуется ремонт, либо не на ходу. Подписаться. Теперь я быстро могу посмотреть новые объявления по выбранным мной параметрам и первым откликнуться на самые интересные предложения. А если вы собрались приобретать автомобиль, о котором вы ничего не знаете, а сейчас на рынке очень много новинок, на Дроме вы можете изучить отзывы о любом автомобиле от их реальных владельцев, с помощью которых вы узнаете все плюсы и минусы любого автомобиля. Это поможет вам принять правильное решение при покупке автомобиля. Поэтому, друзья, я ежедневно использую Дром для поиска автомобилей. Всем рекомендую. За авто иди на Дром. Ссылка в закрепленном комментарии. Продолжаем. Немного увеличили технологии. Ну, сам типа гасит. Что, ты качнулся? Размялся? Перемычка. Клапанов. Ставим мостики. У нас
Форсунки, распредвалов нету, форсунки еще на Bosch сервисе. Решается вопрос, что с ними делать или не делать их. Сейчас мы мостики поставим, временно прикроем клапанные крышки. Будем ждать недостающие запчасти. Я тут прикрутил уже теплообменник, поменял резиночки. Резинки. И, ну, это потом тоже, когда все будет. Потому что я сейчас все остальное накидываю, просто крышку, потом мы просто снимем вот до такого состояния. Сейчас эти резиночки такой снимешь. Итак, друзья, спустя 2 недели дождались мы наших распредвалов. Ковка! Человек привез их за границы. Больше от смазки. Это русские друг друга не обманывают, а они могут обмануть. О, а что это? Что это? Что это? Чем это? Кто-то? А, мы заставляем распредвал, да? Все, хоть той стороны. Да, красиво, когда вот так вот букву В повторяет. В8. Говори, у нас это, хуёво все работают. Шестерни распредвала на свое место. Не перепутать правое и левое. Они не одинаковые? Давайте спросим у зрителей. Противное какое-то, паразитное, по-моему. Гриша, а метка есть? Сколько надо затягивать? 150 пойдет? Давай еще. И вот так вот распредвал будет вращаться. Будет толкать вот эти вот кракера, да? Которые в свою очередь штангой такой продольной будут открывать клапана. Мы надеемся, что так оно и будет. А там посмотрим. Там так получится. Потом с этого и начнем с момента. Не, ну мне нравится.
Центрифуга. Топливные рампы. Рампа. Правильно можно поставить. Что, я что-то неправильно делаю? Не одинаковые? Подходит. Так, пойдет? Я же на видео там все. Ты же тоже, по-моему, выкладывал дело. Это что у нас? Что это? Выпускают команду. Кракер. То есть мы сейчас ставим вот эту вот штуковину с резинками. Почему наши русские? Помнишь? А, точно. Она была порвана. Да, вот мы ставим новенькую и ставим ее на место. Вот есть, писюн торчит. Ставим свой корпус массового фильтра. Там, да, не ноги. Успех. Типа, если сделать а также открыть гостиницу. Да? Ставишь. Ну, также спонсором должны быть какие-то доступные вещи там, да? Уже повкуснее становится. Да? Я думал, что мотористы такие здоровые, а они, оказывается, вот здесь. Угу. У меня что-то Ну, Гильза, кольца, вкладыши. Ну, я тоже говорю. Как бы по СГ, наверное. Ну, с лаской на работу. Нет, вот. Еще нам вот такой вот двигатель Scania привезли. Кто видел такие клапанные крышки и что это за система, с какой Scania? Напишите этот мотор.
это он, не знаю. Гур. Так, мы сейчас просто накидываем ремни. Потому что у нас вот этот мы, конечно, можем поставить. Эти штучки поменяли. Сюда заходит воздух с маслом, картерные газы с маслом, да? Угу. Сюда заходят, здесь отфильтровывается масло, стекает назад в поддон. А отсюда картерные газы выходят на улицу. Угу. Ну, оно должно было подключаться сюда, на всасывание турбины к этому месту. Мы будем выводить, клиент сам попросил, чтобы наружу было. Форсунки у нас, резиночки новые стоят. Форсунки диагностировались, но не обслуживались. Они еще Переливают? живые, но уже там есть какие-то нюансы. Клиент пока сказал, что будем делать это в другой раз. Места. Смазываем резиночки следовым и внедряем. Три и 2. Разве это плохое давление? Не. Я сначала не понял. И 4 есть. А они же думают, что... Вот так вот выглядит коромысло клапанов. Что, да. Ну, это пришляпно.
Клапанов 45-70. На канале есть отдельное видео, подробное про регулировку клапанов на таком моторе. Там каждый шаг указан. Угу. Ничего нету, блядь. Что за хуйня? Да, я забыл, он заблокирован же сейчас у нас. Коробка вся раздрёбанная. О, какие? Это уже лишнее. Итак, друзья, мотор полностью собран и готов к установке на автомобиль. Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Нам очень приятно. Надеюсь, что вам понравилось. Сейчас мы будем устанавливать двигатель на автомобиль и производить его запуск. Также немного позже узнаем стоимость этого ремонта. Вот. Подушки у нас новые стоят и впереди, и сзади все. Так что у нас топливные трубки, ГУР, система охлаждения, залив всех жидкостей. Вот. О! Хотел запустить с первого раза. Ну, мы подкачку подключили, А, прокачали. То есть полную систему всю прокачали, он немножко солярки там облили.
Поэтому так легко и запустилось. Потому что прокачали нормально. Смотри, был подписчиком, смотрел ролики, а теперь уже он с Сергеем работаешь он в цеху. Почему говорят, что да, не разбалансированный, блядь. Нормально разбалансированный, блядь. Работает круто. Так, друзья, автомобиль мы завели, как вы видите, как вы увидели. Все хорошо, работает. К этому моменту он уже 2 недельки поездил, да? Да. Что самое интересное, всех интересует стоимость ремонта. Да, стоимость ремонта у нас вышла в районе 300 тысяч рублей. Это работа. Снятие двигателя, разборка, сборка. Ремонт головок, соответственно, то, что туда все входит. И запчасти. С запчастями тут немножечко у нас получилось как. То есть основную часть запчастей заказывали мы. Там в районе 400 вышла эта гильза, кольца, там, там все по оригиналу смотрели, да? Ну, как, по-нормально, да. По качественным запчастям все по-нормальному. Не выбирали там что-то дешевое. Вот. Также в ремонт головок там у нас и клапана, еще направляшки и так далее. Это все входило у нас примерно в 400 тысяч рублей. Плюс клиент сам покупал распредвалы, 2 штуки, и плюс ролики. То есть он покупал. Ну, то есть в какую стоимость я не могу сказать, но мы тут смотрели, искали, они примерно 100-150 то есть стоят распредвалы. Ну, то есть если округлить в общем, это вышло около 1 миллиона у него за весь двигатель. Также он отказался от ремонта турбины, от замены ее, и отказался от ремонта топливной системы, которая тоже требует ремонта. Но решил он поездить и потом, соответственно, будет этими вопросами заниматься. На данный момент отзванивался он недавно, говорил, все хорошо, нормально, то есть масло поменял, сделал ТОшку, ну, 1000 сделал, и, в принципе, все его устраивает, все ездит, все хорошо. Ну вот, никаких короче, проблем нет. стоимость ремонта вот именно в таком исполнении, если меняем распредвалы, получилось примерно 700 тысяч. То есть если распредвалы с нормально... распредвалами, если считать, да, это около 1 миллиона. Но опять же, мы можем, то есть вам не обязательно подвязываться к этой стоимости, потому что у вас распредвалы могут быть хорошие. Тогда, если просто капиталка без распредвалов, выйдет примерно 700. Вкладыши, гильзы, кольца, там, головки, клапана где-то. Да, то есть на это все, запчасти, там примерно 400 тысяч вышло у нас, ну и 300 работ. Все понятно. Ну и плюс там расходники, там масло и все остальное, это уже... Антифриз. Антифриз, масло там и всякие герметики и все остальное. Там еще в районе 40-50 тысяч выходит. Так что вот так, друзья, напишите, сколько такая работа стоит у вас в стране. Ну а мы что? Мы продолжаем что-нибудь снимать, что-нибудь делать, ремонтировать. Продолжаем работать, а вы подписывайтесь и ставьте лайки. Комментируйте. Все, всем удачи. Все, всем пока. Пока. Разбор Груз. Channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках.